Всем привет! С вами Вика. И давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. С кем же у вас будут отношения? Как всегда, настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями, пишите побольше комментариев для продвижения канала. И смотрим, в каких энергиях вы находитесь. Ну, семейный просто до мозга кости. А страсти, ох, как страсти у вас кипят, бурлят. Ну, смотрите, рассказываю. Садитесь поудобнее, ложитесь поудобнее. То, что вы семейный человек, это даже не обсуждается. Вот в который раз, да, кто смотрит мои видео, вы, я думаю, убедились, что у нас очень часто в сигнификации выходит то, что вы семейный человек. Не гуляка какой-то, да, не любитель там где-то покутить, да, по барам зависать. Нет, это не про вас. Вы такой человек, если вот у вас есть семья, вам больше никто ничего не нужно. Хотя страсти у вас хоть отбавляй, вы очень страстный любовник, вы очень такой, ну, довольно сильный мужчина, имеете, ну, я имею в виду в интимном плане, имеете сильную половую конституцию. Это говорит о том, что у вас повышен тот же самый тестостерон, да, что, в принципе, когда есть рядом любимая женщина, то вам давай и давай, да. Напишите, есть такой момент или нет. Но в то же время я вам скажу, что вы не очень-то и простой человек. У вас тоже присутствует довольно сильный характер. Помимо половой конституции, еще есть и сильный характер. Когда вам нужно, вы умеете здорово манипулировать людьми. Причем даже может проиграться, что некоторые из вас, чтобы достичь чего-то в жизни, это может касаться карьеры, допустим, какие-то там, я не знаю, финансовые манипуляции, что угодно, то, конечно, вы прибегали к неким манипуляциям. Просто для того, чтобы добиться, ну, какой-то своей определенной важной цели. Вот с чем это связано, давайте уточним. Это связано, скорее всего, да, вот денежно-рабочая сфера. Хотя я вам скажу, вот если совсем честно, ну, бывали моменты, когда вы женщинами манипулировали. Вот бывали, 100%. Напишите в комментариях и об этом. Вы человек, который очень, так знаете, ранимо переживает все. Настолько вы... Но несмотря на свой такой характер, ну то, что касается вот именно любви, то, что касается каких-то там терок, проблем с женщинами, ну вы это очень близко к сердцу берете. Вы можете, ну так, спустить с тормозов все что угодно, но то, что касается любви, здесь вам бывает довольно больно и тяжело. Вы пережили либо развод, да, вот какое-то тяжелое расставание, которое... Ну, я думаю, до сих пор не забылось. Очень непросто поверить женщине после того, как тебя предают, да? Особенно, когда ты честный, особенно, когда ты справедливый. Ну и особенно, когда ты не приемлешь измену и вранье. Это все я сейчас о вас говорю. Вас в каком-то смысле жизнь закалила до такой степени, что, наверное, может быть ощущение, что вы уже просто пуленепробиваемый. Вас уже ничем не удивишь. Вы уже в каком-то смысле очень сильно разочарованы, наверное. И в первую очередь в женщинах. Очень проигрывается такое, знаете, состояние. Я даже вот не знаю, пытаюсь подобрать слово. Какая-то вот то ли это горечь, да? Это такая какая-то душевная боль, которая вам не дает покоя, может даже по сей день, несмотря, если вы даже давно разошлись. Потому что боль обманутых надежд, она очень такая длительная, она очень болезненная, и она может держаться слишком долгое время.
И эта горечь, да, ну, по сравнению с вашим разочарованием в женщинах, вернее, ну, это такой момент, который иногда вас вводит в ступор. То есть вы бываете в растерянности, да, с одной стороны, вам некомфортно находиться одному, да, вот без семьи, потому что вы семейный человек. С другой стороны, вы понимаете, что женщины далеко не простые, тем более те, что находятся в вашем окружении, ну, как-то они вас не цепляют. Ну, вот не ёкает. Вы же не можете заставить себя, чтобы у вас ёкнуло. И вот этот хаос, так называемый в душе, который у вас есть, вроде бы и хочется, да, но вроде бы и выбрать не из кого, и вроде бы мне плохо одному, и что с этим хаосом делать, что делать, куда бежать, куда податься. Но это такая дилемма своего рода в вашей жизни. У некоторых, да, может проигрываться, поскольку помним, что общий расклад, могут проигрываться легкие отношения. На вас немножечко остановлюсь сейчас, если позволите, да? Да, вы страстный любовник, как я уже сказала. Но вот эти ваши вот романчики, назовем их так, либо же ваши старые знакомые, так сказать, служба спасения, сексуального спасения 911, да, это настолько не то пальто, это настолько происходит на автомате, настолько без чувств, настолько это может даже приносить какое-то омерзение в каком-то смысле, и вы это прекрасно понимаете. Это, ну, всего лишь разрядка, я бы сказала, да? Ну, кто как умеет, извините, так и разряжается. Кто-то сам собой, кто-то службу спасения вызывает. Поэтому, с одной стороны, вот хочется, знаете, вот вы вызываете их для того, чтобы, ну, хоть немножко почувствовать, хоть временно, да, какое-то вот, ну, то ли это женское тепло, хотя теплом это не могу назвать, да, ну, какой-то вот такой, ну, женский контакт. Я вот даже честно, даже не могу подобрать слова, ну, то есть вот эта острая нехватка женщины, она все-таки дает знать о себе, что вы, чтобы хоть немножечко восполнить вот эту вот потребность в женщине, вы, некоторые из вас вызывают своих, кто подружек, кто девочек там где-то снимает, да. Конечно же, не все. Я знаю, что я это вижу и по раскладам. Я прекрасно вижу, что вы ориентированы на серьезные отношения. Но помним, что не может у всех быть одинаково, да, поэтому, конечно же, есть такие, которые пользуются услугами. Да, в принципе, в комментариях я читала, что есть такие среди вас. Но это настолько без души, что, ребят, я даже не знаю, вот это, конечно, личное дело каждого. Но вот без души, ну стоит ли вообще это делать? Вы же понимаете, что это не то абсолютно. Поэтому смотрите сами, конечно же. Ну, для меня это, если честно, непонятно. Вот как мужчины вызывают вот этих всех девочек. Напишите, что вы, кстати, думаете по этому поводу. Вот зачем мужчины их вызывают? Я знаю, что бывает даже вот нехватка общения. И мужчины могут вызывать женщин, чтобы вот даже просто поговорить. Даже такое бывает. Вот зачем мужчинам пользоваться грязными женщинами? Вот скажите. Итак, поехали дальше. Одиноко вам. Ну вот как ни крути, да, вот снова одиночество падает. Вот любви, хочется любви, но боюсь. Хочу, но боюсь. Хочу, но боюсь разочарований. Вы ждете любви. Вот подсознательно вы все равно ждете. Вы даже знаете, вот как. Вы в толпе пытаетесь искать, может быть, даже глазами женщин, ну, которые вам будут по душе. Вот знаете, вот как будто специально вы хотите, чтобы у вас ёкнуло, а оно не ёкает почему-то, да? Вот боль, вот это вот разочарование настолько плотно сидит, что многие из вас могли бы сказать, что ну не могу я влюбиться, да? Даже может быть момент, что вы по интернету общаетесь с какой-то женщиной, вы понимаете, да, она хорошая, она красивая, она умная, да, с ней приятно общаться. Но не ёкает, ну ёлки-палки, да, ну что же я сделаю? Напишите, есть такие моменты? Итак, давайте-ка разбираться.
Какая женщина пришла к нам сегодня на расклад, да? Смотрите, пришла женщина, которая, ну, она в своей жизни тоже столько натерпелась, что ей не позавидуешь. Она хороша собой, она моложавая. Ну, в ее жизни то ли она похоронила мужа, то ли может проиграться, что она развелась, но это тоже было довольно болезненно. То есть у нее были в жизни такие кардинальные перемены с мужчиной. Причем такие перемены, которых и врагу не пожелаешь. Какой-то период она была вообще без мужчин. Ей было очень больно ну, после вот этого вот расставания, либо же у кого-то это потеря мужа, да. То есть она на какой-то период вообще отстранилась от мужчин. Она, ну, должна была прийти в себя, что ли, после всего произошедшего. Она семейная дама, ну такая, семейно ориентированная, я имею это в виду. Для нее очень важен дом. Она очень любит детей. Может проигрываться, что у нее есть ребенок, но это маленький ребенок, скорее всего, будет. Она хорошая хозяйка. Она следит за собой. Я не могу сказать, что она ориентирована на богатых мужчин. Вот корыстно ее точно не могу назвать. Эта женщина, знаете, она из тех, которых можно отнести именно к настоящим женщинам. Это не красивые слова, а действительно, когда у нас в раскладе выпадает императрица, ну, прежде всего, императрица – это женщина-мать. Вот кто занимается хоть немного Таро, вы знаете, что императрица – это серьезная женщина, да, это хранительница очага. Это, ну, никак не девочка-однодневочка, поэтому искать себе какие-то приключения на свою пятую точку она точно не будет. Она неплохо зарабатывает, себя она обеспечивает, но единственное, что у нее, ну, не сложилась личная жизнь. Опять же, у каждого по-своему проиграется, либо же мужчины не стало, либо же здесь мог быть тяжелый развод. Сказать, что она прям так, знаете, охотница на мужчин, я точно не могу. Она вот как будто бы отпустила ситуацию на самотек. Вот как сложится, так сложится. Хотя она не против отношений. Она немножко уже так отошла от этих всех передряг в своей жизни. Давайте посмотрим, что же еще о ней поведают. Да, вот посмотрите. Она 100%, она семейно ориентированная, она хочет, да, мужчину. Ну, мужчину вот императора, а как правило вы у нас выпадаете императорами в раскладе. Эта женщина очень пристально присматривается к мужчинам. Ну, к мужчинам как? Вот точно так, как вы к женщинам присматриваетесь, точно так она, да? Ну, как бы в этом плане мужчины и женщины, особенно у которых были какие-то неприятные моменты в жизни, в этом, конечно, схожи. Вы, давайте вот такой маленький намек, интрига будет. Где вы с ней можете пересечься? Смотрите, ну я люблю вас интриговать. Это может быть связано с какой-то дорогой. Причем это может быть и как, ну, в процессе дороги, да, там в автобусе, в поезде, где угодно. Точно так это может еще проиграться знакомство где-то вот, ну, в командировке, допустим, на отдых вы поедете. Ну, то есть это как-то связано с дорогой. Вот однозначно это связано с дорогой. Что же будет дальше? Давайте посмотрим, вот когда вы познакомитесь, что же будет? Это называется «Вот и встретились два одиночества». Я вам скажу, что она вам понравится очень сильно, причем сразу. Вот когда вы с ней познакомитесь, вы раздумывать особо не будете. Вы будете ее атаковать, вы будете звонить, приглашать на свидание. Вы будете
Причем что-то такое то ли придумывать, да, чтобы чем-то ее удивить. Кто-то, возможно, даже возьмет какую-то подработку, особенно те из вас, кто, ну, не очень много зарабатывает. Потому что вы понимаете, что женщина это всегда какие-то, да, и кафе, там цветы, может быть, ну, в таком роде, да, даже ухаживания какие-то. Женщина, которая вам, знаете, вот она чуть ли не с первого взгляда настолько западет в душу, что вы ее вот каким-то чудом, да, вы ее будете представлять своей будущей женой. Это из той серии, да, когда смотришь на человека и понимаешь, что вот моя будущая жена, да, либо же там вот мой будущий муж. Вот бывают такие истории, я думаю, вы слышали. Это какая-то мистика, это какая-то, я не знаю, интуиция, может быть. Но вот вы на нее посмотрите, и чуть ли не вот при первой же встрече, да, вот вы будете смотреть и думать, да вот же она моя жена, вот я хочу такую жену, я хочу такую женщину. Вот настолько в ней это все будет сочетаться, и внешность, и манера общения, да, все то, что вам нравится. Вы очень сильно удивитесь самому себе, потому что вот эти ваши подозрительность, опасения, они непонятно куда денутся. Это может быть даже, кстати, та самая стрела Амура, которая периодически посещает вот людей, да. С этой женщиной однозначно может быть семья, причем семья законный брак. С этой женщиной может быть ребенок. Причем вот она вам подарит, знаете, такую какую-то внутреннюю уверенность, уверенность в себе. Вы поверите в себя, поверите в свои силы, да, в то, что вы еще ого-го во всех отношениях. Потому что после того, что вы пережили, в каком-то смысле, ну, немножко самооценка ваша упала. Эта женщина, она подарит вам не только уверенность в себе, а уверенность вот именно в завтрашнем дне, да. Она покажет вам, что именно вот поступками, что на нее можно положиться. Она вам покажет именно поступками, да, что она вас поддержит в любой ситуации, что бы ни случилось, да. Это такой будет ваш надежный тыл. О таких женщинах, я думаю, много кто мечтает, но, к сожалению, не всем везет. У вас вообще с ней будут такие, знаете, очень активные отношения. Помимо того, что очень быстро они будут развиваться, вот как-то, знаете, вы такие два живчика будете. Настолько вот эти вот два одиночества, которые встретятся, вы и она, да, настолько вы будете вот как будто упиваться друг другом, вы будете просто наслаждаться общением, вот присутствием друг друга. Когда ты просто держишь человека за руку, и тебе уже хорошо. Когда ты просто находишься в комнате, пусть даже каждый там своими делами занимается, но ты уже кайфуешь, потому что любимый человек рядом. Вот такая женщина вас ждет, ребятушки. С такой женщиной у вас будут отношения, а кто захочет, может быть, семья и дети. Поэтому не вешать нос гардемарины. Вот такой был расклад сегодня. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями и всем пока!